Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня я хочу показать вам, как связать вот такую футболочку. Я буду вязать на девочку, возраст 1,5 года. Вы можете связать на любой размер, по своим мерочкам, и также я оставлю мерки, если у вас ребенка нет рядышком. Эта футболочка подойдет как для девочки, поскольку я ей вязала по краю изделия вот рукавчиков и самой кофточки, вот такие рюши небольшие. Также можно и связать для мальчика, изменив оформление края. По поводу способа вязания. Эта модель вяжется от горловины сверху вниз. По-моему, вот этот вариант вязания самый оптимальный и удобный для детей, поскольку вы в любой момент можете распустить край изделия и надвязать, если ребенок у вас подрос. По поводу самой модели. Эту модель можно связать любой длины. Можно, как вот у меня стандартная длина, также можно связать ее укороченную. Можно связать чуть подлиннее, тогда получится туника. А можно, сделав небольшие прибавления, у вас получится уже платьице. И также по рукавчику. Его можно сделать вот как коротким в моем случае, также и длинным. Также подойдет любая пряжа. В зависимости от той пряжи, на которой вы остановитесь, у вас уже будет модель на жаркое лето, или уже, если вязать из мериноса или из кашемира, то тогда у вас подойдет модель и на холодную зиму. Я вязала из пряжи вот Baby Cotton. У меня было всего 2 моточка. Вот от последнего моточка остался вот такой клубочек. Здесь, наверное, грамм 10. Поэтому на эту модель у меня ушло 90 грамм. У меня пряжа, вот еще раз покажу, это Baby Cotton. 100% египетский хлопок, в 50 граммах 180 метров. Пряжа очень хорошая, то есть хорошо стирается, можно стирать и в машинке, она не дает ни усадку, не вытягивается. Спицами я вязала 3,5 мои спицы. И также, если вы будете вязать так же, как и я, вот с помощью наборный край будет на шнур айкорд, то тогда потребуется 2 короткие спицы, поскольку на коротких спицах удобнее вязать этот шнур. Поэтому еще раз повторюсь, то есть вяжу на 1,5 года, пряжа у меня 100% хлопок, ушло 90 грамм, и спицы 3,5. Поэтому, если у вас есть вот даже 2 маленькие, пряжи меньше 100 грамм, вы спокойно сможете связать на лето обновку для вашего малыша. Приступаем к нашей работе. Я связала образец и посчитала плотность. У меня получается в 8 сантиметрах 17 петелек и в 5 сантиметрах 17 рядов. Я буду вязать от горловины сверху вниз, поэтому все расчеты я буду делать, ориентируясь на обхват шеи. Для моего возраста 25 сантиметров плюс 2 сантиметра я на свободу облегания прибавила. Итого 27 сантиметров, или я перевела в петельки, получилось 58 петелек. У меня 4 регланные линии. Каждой регланной линии будет по 1 петле. Поэтому я из 58 петелек вычитаю 4 регланных линии. Получается 54. И делю на 3 части. Одна часть у нас получается 18 петелек. И таким образом одна часть идет на спинку,
Одна часть идет наперед, и одна часть идет на рукава по 9 петелек. Хочу обратить внимание, если вы будете вязать так же, как и я, с разрезом по передней части или по спинке, надо, чтобы количество петелек было четное. Рукава надо убавить где-то от полсантиметра до 1,5 в зависимости от возраста ребенка. Я буду убавлять на 1 сантиметр или получается по 2 петли. Я эти 2 петли прибавлю к переду и к спинке. Таким образом у меня получается на рукавах по 7 петелек и здесь по 20 петелек. Также я буду вывязывать укороченными рядами горловину. По рукавам я сделаю 2 точки разворота, а по переду я посчитаю позднее. 2 точки разворота будет у меня 3 петли, 2 петли и 2 петли. Когда мы с вами будем вывязывать спинку, у нас с вами будет прибавление вдоль регланных линий по спинке, а петельки переда в работе не будут принимать участие, и таким образом спинка будет расширяться, а перед нет. Чтобы этого избежать, нам надо сделать такую корректировку. Вот 2 точки разворота, поэтому мы из петелек спинки вычитаем эти 2 петли. Получается у нас уже не 20, а 18, и прибавляем к переду, получается 22 петли. Чтобы легче было и не запутаться, я еще раз рисую горловину. По одной петле это регланные линии, по 7 петелек рукава, 18 петелек это спинка, и 22 петли это перед. Вот у нас с вами первые необходимые нам с вами расчеты. Вы можете набирать любым удобным для вас способом, но так как я знаю, что хлопок достаточно плохо держит резинку, и у меня спереди будет завязка, поэтому я буду набирать петельки на полый шнур. И сейчас я сначала свяжу этот полый шнур. Надо взять коротенькие спицы, чтобы удобнее было в работе. И я на спице набираю 3 петли. 1, 2, 3. Спицу одну начинаю вязать 3 лицевых петельки. Здесь у нас с вами кромочных нет, мы полностью провязываем лицевыми петельками. Связали. Наше полотно мы смещаем к началу спицы и опять вяжем 3 петли. Связали, передвинули и вяжем еще 3 петли. И таким образом мы будем вязать шнур на нужную нам с вами длину. Надо учесть, что вот в моем случае у меня будут сначала с 2 сторон завязочки, и уже посередине я буду набирать петельки. Поэтому я продолжаю вязать свой шнур дальше. Я связала шнурок на нужную мне длину. Как определить длину? Во-первых, надо определить длину завязочек. Я посчитала, что сантиметров по 20 мне с 2 сторон хватит, поэтому 20 плюс 20 это 40 сантиметров, и обхват
шеи, ну, пускай около 30 сантиметров. То есть мне надо было связать шнурок около 70 сантиметров. Я так и поступила, измерила. И теперь уже по краю шнурка буду набирать свои петли. Вы набираете нужное вам количество, то есть определяете длину шнурка, или, может быть, у вас, если будет просто как-то пуговичка, тогда учтите, что вам надо петельку вот такую оставить вместо застежечки. И теперь будем набирать. Я сложила шнурок, как-то, чтобы были ровные хвостики. Но вот у меня один получился чуть покороче, чем другой, чтобы удобно было вот завязывать и поинтереснее смотрелось в завязанном виде. И отсчитала от середины своей цепочки 30 вот таких петелек. Почему 30? У меня наборный край будет 58 и плюс 2 кромочные петли, то есть 60 петелек мне надо набрать. И 30-ю петельку я отметила маркером. Теперь я беру ниточки свои, беру спицы и буду набирать. Вот первая петелька. Маркер уже не нужен, можно его убрать. И теперь мы набираем наши петельки. Одна петля, вторая. Они очень хорошо, их вот видно, вот эта петелька. Третья. И так я наберу все петли. Я набрала все петли и уже маркерами отметила регланные линии. Вот они у меня по одной петельке. И уже также вот желтые маркеры я поставила те места первой точки разворота при вязании рукавчиков. У меня получается здесь 3 и 2 петли. Ой, 3, 2 и 2. Таким образом у меня будет формироваться росток. Но также я буду вывязывать и горловину. У меня по горловине получается 22 петли, это 2 части, или 11 петелек для одной части. Я буду делать расчет для одной части, поскольку вторая выполняется в зеркальном отражении. Вот 11 петелек. Я 11 петелек делю на 3. Получается 3 петли. 11 минус 3 получается 8. 8 делю на 3. Получается 2 петли. Из 8 я вычитаю 2 петли, получается 6. 6 делю на 3, получается 2. Из 6 2, 4 петли. И 4 петли это уже по одной петле я 4 раза сделаю. То есть я, 1, 2, 3, 4. 4 раза сделаю. Таким образом у меня по горловине будет укороченные ряды таким образом формироваться. Значит, вот 3 петли, 2 петли, 2 петли и 4 раза по одной. 1, 2, 3, 4. 4 раза. Это в одну сторону и в другую сторону. Вот таким образом у меня получится горловина. Поэтому, но сначала я буду вязать росток, вывязывать росток точно так же укороченными рядами. Поэтому я беру свое вязание, и начинаю вязать первый ряд. Кромочную петельку я снимаю и вяжу до первого маркера, который обозначает мою регланную линию. Это у меня 11 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'Я дошла до маркера, делаю прибавление до регланной линии,
Регланную линию я провязываю лицевой петлей. И прибавление после регланной линии. Но здесь я делаю прибавление от себя. Тут как бы к себе, это от себя. И продолжаю вязать уже петли рукава. Маркер, который обозначает первую точку разворота, я перекидываю и довязываю до регланной линии. Вот она у меня регланная линия. Точно так же делаю прибавление до регланной линии лицевой петлей и после регланной линии. Свяжу петли спинки, сделаю прибавление и довяжу до маркера на рукаве, который обозначает первую точку вывязывания укороченного ряда. Я довязываю до маркера. Маркер снимаю, работу переворачиваю, первую петельку я снимаю и делаю вот эту ниточку от себя. Таким образом у меня на спицах образовалось 2 петли. Я их буду считать за одну. И продолжаю вязать изнаночный ряд полностью изнаночными петельками. Наши прибавленные петли около реглана также мы провязываем изнаночными петельками. Так я провяжу до маркера, который у меня обозначает следующий укороченный ряд. Я довязываю последнюю петельку, маркер снимаю, работу поворачиваю. Первую петельку я снимаю, но здесь у нас лицевой ряд, поэтому я ниточку делаю к себе. И у меня точно так же на спицах получается двойная петля. И продолжаю вязать дальше. Вот я дошла до регланной линии. Делаю прибавление до регланной линии. Одна регланная линия. И делаю прибавление после регланной линии. Так я провяжу свои петельки. Сейчас я расставлю следующий маркер у меня получается. То есть согласно вот своей схеме вот на рукаве у меня через 2 петли я расставлю и провяжу до следующего маркера, как мне надо выполнять еще один укороченный ряд. Я довязала до того места, где был у меня первая точка разворота. Вот эти 2 петельки, которые я, как говорила, я буду считать за одну. Поэтому я их просто провязываю вместе, подхватывая слева направо лицевой петлей. И продолжаю вязать до следующей точки поворота. Все, маркер убираю, петли переворачиваю свою работу и буду вязать изнаночными петельками. Это я в своем вязании использую немецкий способ вывязывания укороченных рядов. Вы можете вязать любым удобным для вас способом. Вот как вам нравится, таким и пользуйтесь. Я вот люблю этот способ. Я продолжаю вязать дальше, не забывая, что я в каждом 6-м ряду буду делать один, у меня 6-й ряд будет провязан не изнаночными петельками, а будет провязан лицевыми, чтобы появились дорожки по лицевой глади. Я вяжу 5-й ряд, дошла до регланной петельки, которые уже около полочки. Вот сделала здесь у меня рукав, сделала прибавление, провязала регланную петельку лицевой и делаю прибавление после регланной линии. И теперь буду вывязывать уже укороченными рядами согласно своего расчета, согласно горловину. То есть у меня идет сначала укороченные ряды с одной петельки начинается, потому что здесь углубление, то есть здесь идет с одной петельки. Поэтому я провязываю одну петлю, работу поворачиваю, делаю двойную петельку
И сейчас у меня 6-й ряд. Как я и говорила, будет у меня дорожка по лицевой глади. Поэтому я сейчас петельки буду вязать лицевыми, за исключением регланных линий. Вот у меня это регланная линия, петелька. Я ее провязываю изнаночной. Остальные петельки я буду вязать лицевыми. Вот у меня эта дорожка образуется. Я довяжу и буду таким образом уже сейчас вязать горловину по переду. Чтобы, как было понятнее, я напишу, что у нас здесь наоборот будет здесь, то есть вот одна петля, одна петля, одна петля, одна петля, и потом уже 2, 2 и 3. Вот таким образом у нас будет формироваться углубление по нашей горловине. Я вывязала укороченные ряды полностью, и у меня получилась вот такая горловина. Когда я буду продолжу вязать, дальше уже будет более наглядно видно, но хотя здесь все хорошо и прекрасно видно линии горловины вот нашей кофточки. И теперь я буду продолжать вязать дальше, прибавляя вдоль регланных линий до окончания нашего реглана. Но я сделаю небольшие корректировки согласно своей плотности и своего размера. Так я схематично изобразила свою кофточку. У меня длина реглана 13 сантиметров или 44 ряда. Ширина кофточки по линии груди получается 28 сантиметров, но это половинка, или 60 петелек. Здесь я уже нарисовала количество петелек. Вот 18 петелек у меня по спинке. В конце моей работы должно получиться 60 петелек. И мне надо учесть, что я буду делать подрезы. Подрезы где-то идут от сантиметра до 2 в зависимости от возраста ребенка. Я сделала по сантиметру или по 2 петли. И также я прибавлю по одной регланной линии. Таким образом, мне за 44 ряда, пока я буду вывязывать реглан, мне надо, чтобы получилось 60 петелек. Вот 60 петелек. Я вычитаю 18 петель, которые у меня при наборном крае. Затем я вычитаю 2 раза по 2 петли, это подрез, 4 петли. И минус 2 петли, это регланные линии. Вычитаю, и у меня получается 36 петелек. Мне надо прибавить. Я буду прибавлять в лицевых рядах с 2 сторон по одной петле, то есть я сделаю прибавление, мне чтобы 36 петелек, это 18 раз. А мне надо провязать 44 ряда. Я вот пишу ряды свои. Вот именно почему нечетные, поскольку я буду делать в лицевых рядах, я их отметила. И уже отметила плюсиками, поскольку я здесь уже прибавление сделала. До 18 ряда я уже сделала прибавление. У меня получается, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 прибавлений я сделала. Нам еще надо сделать 9 прибавлений. Я уже начинаю с окончания сюда. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в этих рядах, значит, мне надо распределить через один ряд. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И, значит, мне еще один раз надо 17. Ну, вот
Так, 17, вот значит сюда, вот 18. Вот таким образом я буду вязать и смотреть, какой ряд. Например, тут вяжу 19, значит мне надо здесь сделать прибавление вдоль диагональной линии. В 21 ряду уже не буду делать, в 23 буду. И вот так буду чередовать и провяжу все свои 44 ряда. Также хочу остановиться на том моменте, что я вдоль планки, чтобы у меня не загибалась вот край, я буду вязать двойной кромочной петлей, и одна петля у меня будет платочной вязкой. То есть лицевые ряды я буду вязать полностью всегда лицевыми петельками. То есть вот, ну, 2 лицевые, а последние изнаночные, если в конце ряда. В начале ряда, значит, я петельку эту снимаю. В изнаночном ряду, в начале ряда я первую кромочную петлю, как обычно, снимаю. Затем снимаю следующую петлю, нить перед работой и лицевая петля. Сейчас я провяжу один ряд и уже покажу, как я буду это делать. Чтобы край нашего разрезика не загибался, я по изнаночной стороне буду вязать следующим образом. Первую кромочную петлю я снимаю, как обычно. Вторую снимаю не провязанной нить перед работой и 1 лицевая петля. И уже дальше продолжаю вязать по моему рисунку. Так я провяжу до конца ряда. И когда у меня останется 3 петельки в конце ряда, я третью от конца спицы провяжу лицевой, затем предпоследнюю сниму не провязанной нить перед работой и последнюю кромочную я провяжу изнаночной. Лицевые ряды я буду вязать лицевыми петельками. Я довязала кокетку до того места, как буду соединять вот свою работу в круг. Мне вот такая вот величина разрезика вполне достаточно. Вы решаете, какой длины вы хотите. Здесь можно сделать и по всей длине, можно там до того места, как кокетка будет соединяться в круг. Поэтому здесь у меня идет, так, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, значит 36 рядов я провязал, 37 ряд у меня. Я последние 2 петли снимаю на дополнительную спицу. И сейчас мне надо провязать вместе. Вот у меня первая петля ряда и предпоследняя петелька моей кокетки. Я их провязываю 2 петли вместе. И точно так же поступаю с второй петелькой с края и с последней петелькой ряда. Вот таким образом я соединила, дополнительную спицу убираю и уже вяжу свою работу по кругу. Вот такое соединение у меня получилось. Хочу как-то остановиться на том моменте. Сейчас мы вяжем, если вы со мной будете вязать, мы вяжем по кругу. Таким образом, у нас, чтобы получилась чулочная гладь, мы будем вязать полностью лицевыми петельками. Если вы продолжаете вязать прямыми и обратными рядами, значит надо чередовать один ряд лицевой, другой ряд изнаночный. И чтобы получилась такая же дорожка, в каждом 6-м ряду мы будем вязать один ряд изнаночными петельками. Я продолжаю вязать дальше, буду делать прибавления вдоль регланных линий. И уже довяжу до того места, как кокетка моя будет связана полностью, и я буду объединять тело своей работы. Я связала кокетку полностью. Я не стала вот после соединения в круг вот вязать эту дорожку.
Здесь просто лицевой гладью, лицевыми петельками я вязала. И теперь уже буду объединять свою работу в круг. Вот у меня петельки переда. Согласно моей схемы, как я хочу показать, мне надо будет добавить по одной петле регланной линии и добрать еще 4 петли для подреза. Таким образом, последняя петля переда плюс 1 регланная линия, и сначала мне надо перенести петельки на, вот я не на дополнительную ниточку, я их закрою. Почему? Ну, вы делаете как вам удобно. Почему я чаще всего закрываю петли вот бросовой ниточкой. Сейчас это уберу. То есть просто вот с помощью крючка я 2 петельки снимаю. Так, сейчас, чтобы петли у меня не убежали. Таким образом я и начинаю по одной петельке закрывать. Вот таким образом я буду закрывать петли для того, чтобы было удобно померить. Можно, конечно, перенести и на леску, если у вас есть, вот, например, дополнительные спицы с леской. Можно просто на ниточку как-то продеть ниточку. Кому как удобно. Но мне почему-то удобнее, чтобы я просто закрываю и откладываю в сторону свое вязание. Вот таким образом я закрою петельки рукава, дойду до регланной линии. Регланная линия у нас будет относиться к нашему телу нашего изделия. И когда я вот эти все петельки закрою, я просто набираю 4 петли подреза. 1, 2, 3, 4. Я доберу эти 4 петли подреза и соединю в круг вместе уже со спинкой. Следующий ряд я буду вязать по кругу, то есть я довяжу потом спинку, точно так же поступлю с петельками это другого рукава, и уже в конечном итоге у меня моя работа будет замкнута в круг. Я провязала от подрезов 6 рядов. Вот что у меня на данный момент получается. Вот, сейчас ниточку уберу. И теперь я буду продолжать вязать дальше по кругу лицевыми петельками. Я привязала футболочку до того места, как начну уже вязать оборку. Но предварительно покажу, что у меня получается по моим расчетам. У меня от подмышки до низа 16 сантиметров. Я связала оборочку, которая будет у меня в конце моей работы. Здесь я делала прибавление, когда я буду показывать, в каждой петельке, но вероятнее всего немного я изменю ее, но мне надо было как-то сам определиться с длиной вот этой оборочки. У меня получается, что длина оборочки 3 сантиметра. Поэтому я все расчеты делала из расчета 13 сантиметров. Это 44 ряда. Поэтому я провязала 35 рядов лицевой гладью. И затем 3 раза чередовала 1 ряд изнаночный, 2 ряда лицевых. И последний ряд уже это изнаночными петельками. Он, этот первый изнаночный ряд, уже является первым рядом. Вот здесь не очень хорошо заметно, первым рядом моей оборочки. Вот этот рисунок я постараюсь отснять отдельный мастер-класс, поскольку вот этот рисунок очень хорошо, он называется, по-моему, горизонтальные полоски, очень мне нравится и смотрится при своей простоте выполнения очень даже интересно.
ну, когда в полотне даже его как отделочная полоса. А здесь, да, вот я ее как отделочную полосочку использовала. Вот о чем я говорила. То есть у меня была лицевая гладь. Переходы, смена рядов я делала здесь под мышкой, чтобы не так было заметно, когда мы выполняем смену лицевого и изнаночного ряда. И вот, как я и говорила, у меня один изнаночный, два лицевых ряда. Один изнаночный, два лицевых ряда. И вот я закончила свою работу изнаночным рядом из изнаночных петелек. И теперь мы уже приступаем к вязанию наших, я сказала вертикальных, наших горизонтальных полосочек. Так, для этого надо учесть, что наш рисунок должен быть кратен 3. В моем случае это хорошо подходит. У меня 120 петелек, они делятся без остатка. Если у вас по-другому, например, количество, сейчас я покажу, как можно эту ошибку исправить. Не ошибку, а недочет исправить. Вот, первых 3 петли, 1, 2, 3, я подхватываю за заднюю стеночку и провязываю вместе. Накид. И еще раз провязываю 1 петлю. Таким образом мы с вами провязали из 3 петель 3. Вот что получилось. И продолжаю вязать. 3 петельки подхватываю, лицевая, накид и еще 1 лицевая. Если у вас не кратен рисунок, можно поступить следующим образом. Например, если у вас остается лишних 2 петли, то можно провязать эти 2 петли, из 2 петель провязать 3. Ничего страшного. Если, например, у вас остается 1 петля, то можно, вот, например, здесь у вас 1 петля лишней, тогда можно 2 раза провязать из 2 петелек 3 и следующий из 2 петелек 3. И таким образом сделать, чтобы рисунок получился кратен 3. Ничего страшного, поскольку дальше у нас с вами идет оборочка, и это 1-2 петли большой роли не сыграет. Таким образом я провяжу весь ряд и уже покажу, как вяжется следующий. Я довязала ряд до конца. И теперь первые 2 петли я провязываю лицевыми. 1, 2. Следующие 2 петли нам надо с вами поменять местами. Первую петельку я снимаю, оставляю перед работой, провязываю следующую петлю и меняю местами и провязываю. Таким образом, 1 лицевая. Следующие 2 петли также я меняю местами. 1 лицевую оставляю перед работой, провязываю следующую петельку, меняю петельки местами и провязываю лицевой. 1 лицевая. И таким образом я провяжу до конца ряда. В конце ряда у нас с вами получится так, что вот последнее, где я провязывал 3 из 3 петелек, то есть я провяжу, который посередине петельки, 1 лицевая, а вот здесь уже провяжу, поменяю вот эти 2 петли местами. Вот таким образом у нас с вами замкнется круг. Я довязала ряд до конца и сейчас буду уже вязать оборку. Почему я сделала такой край? Вот эта дорожка очень хорошо держит полотно. Оно получается вот такое стабильное. А так как хлопок тянется, поэтому я и решила, чтобы оборка более была такая фиксированная, связать такую дорожку. Вы можете не вязать, можно сразу же после изнаночных петелек сделать прибавление для оборочки. Но теперь нам с вами надо, не нам с вами вообще, надо определиться, с какую вы хотите оборочку. Она может быть как по пышности разные. Вот у меня, еще раз покажу, это я делала прибавление
в каждую петельку, удваивала каждую петлю. И по длине. Здесь у меня, по-моему, 3 ряда я провязала, и уже вот один ряд изнаночный. Вы можете сделать любой длины, не 3, там 5-10 рядов. Все зависит от вашего желания. Но сейчас я подумала, что такая оборочка слишком пышная, я буду делать ее маленечко поменьше. Поэтому я буду делать прибавление в каждую третью петлю. Я провязываю одну петельку, вторую петельку и третью петлю я буду удваивать. Каким образом? Я провяжу одну петлю за переднюю стенку, следующую петельку провяжу за заднюю стенку. Таким образом у меня получилось 2 петли. И буду продолжать. Одна петля, вторая петля, эту петлю за переднюю стенку, следующую за заднюю стенку. И таким образом я довяжу ряд до конца и провяжу еще, наверное, или 2, или 3 ряда. Я провяжу и уже потом покажу и скажу точно. После ряда с прибавлениями я провязала 2 ряда лицевыми петельками и 1 ряд изнаночными. И такая высота оборочки меня устраивает. И теперь я буду закрывать. Можно закрывать обычным способом, провязывая 2 петли вместе, но я буду закрывать с помощью крючка, чтобы образовался край с зубчиками. Для этого я первые 2 петли снимаю с помощью крючка и провязываю вместе. Еще одну петельку снимаю, провязываю вместе. Теперь 2 воздушные петли, 1, 2, и полустолбиком я вот за передней стенки 2 петельки пропускаю и вот в эту петельку. Вот образовался такой зубчик. Теперь повторяю. 1, 2, 2 воздушные петли соединяю, чтобы получился зубчик. 1, 2, 2 петли закрыла, 2 воздушные петли, чтобы образовался зубчик. И таким образом я закрою край своей работы. Я закрыла оборочку по низу и также связала один рукав. Вот он у меня как выглядит. Тоже с такой же оборочкой. И теперь расскажу, как я его вязала. Я петли рукава отплела бросовую ниточку и перенесла на вот круговые спицы. Теперь нам надо с вами поднять петли подреза. Для этого я беру ниточки. И у меня здесь получается 4 петли, поэтому я вот посередине, вот у меня первая петелька, я достаю ниточку. Теперь еще одна петелька, это с одной стороны. И чтобы не было вот здесь перехода от подреза к рукаву, я аккуратненько, вот у нас это регланная линия, я поднимаю еще одну петлю и уже начинаю вязать. Я провяжу петельки, дойду до следующего подреза, точно так же подниму петельку из регланной линии и здесь еще 2 петли. Таким образом у меня работа замкнется в круг. Вот на своей модели я после того, как у меня работа замкнулась в круг, я провязала еще 2 ряда лицевыми, затем 1 ряд изнаночный и уже сделала горизонтальную дорожку. Прибавляла я точно так же, как и по низу, то есть 2 петельки лицевой, из третьей вывязывала 2.
И единственное, я здесь уменьшила один ряд. У меня после прибавления здесь было 2 лицевых ряда, а здесь после ряда с прибавлениями я провязала один ряд лицевой, затем изнаночный, и уже закрыла крючком с вот этим узором, это закрыла вот с такими зубчиками. Точно так же и как по низу тела моей футболочки. Вот и все, то есть точно так же. Я довяжу еще один рукав, затем свое изделие постираю, и на этом моя работа будет готова полностью. Я постирала свою футболочку, даже мне не потребовалось ее, не стала ее гладить, потому что полотно получилось вот таким ровным. Единственное, отпарила немножечко рюшечки вот по краю рукавчиков и по низу изделия, чтобы зубчики лучше получились. Поэтому на этом моя работа закончена. Буду рада, если она вам понравилась и в гардеробе у ваших малышей появится вот такая удобная и очень практичная вещь. А на этом я с вами прощаюсь. Жду ваших комментариев, жду, что бы вы хотели, чтобы я связала в следующих мастер-классах. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч.